Здорово-здорово, братишки-сестренки, приятного аппетита всем, кто кушает, вы на канале Nixon Play. Все больше и больше подписчиков оставляют мне годные комментарии и рассказывают про интересные вещи. Вот и этот раз не стал исключением. Один товарищ рассказал мне интересный обмен на серную кислоту, который имеет огромный спрос у крафтеров, потому что широко применяется для создания диперокись ацетона, малого и большого нестабильного раствора, медного купороса и электролита. Меняется серная кислота у плевка на Новой Земле, остров Южный. Цена одной бутылочки кислоты на доске начинается от 100 тысяч. На обмен требуется всего лишь один щит бета и один стабилизатор бета. При этом ты получаешь целых 4 таких баночки. Ну, естественно, за 4 банками на Новую Землю ты идти не будешь, правильно? И резона совсем нет. А напихав несколько контейнеров бета-щитами и стабилизаторами бетовскими, будет уже совсем другой разговор. Причем щиты и стабы можно ловить прямо с доски, они недорогие. Главное, смотри, чтобы заряда на них было не меньше 50%, а то плевок их не примет на обмен. Когда затаришься серной кислотой, неси ее аккуратно, какими-нибудь козьими тропами, так как продукт имеет шанс выпадения 40% при смерти, поэтому каждая смерть может тебе стать роковой. Как донесешь ее, смело кидай на доску, разлетается она как горячие пирожки у бабы Зины. Братик, если ты только начинаешь играть на проекте, то вводи промокод Nixon при регистрации. Он даст тебе бесплатный премиум аккаунт на 7 дней. Ссылка на регистрацию в описании и закрепленном комментарии. Второй способ можно и даже нужно совмещать с первым. Люди же не пойдут на Новую Землю порожняком, по-любому зверушек пострелять или щиты пофармить. А вот когда фармишь в тех краях щиты, то часто попадаются бетовские. Их обычно в контейнеры не суют, потому что они считаются в тех краях мусором. Их сдают просто Артему, чтобы не париться. А что если не сдавать их Артему за копейки, а менять у того же самого плевка на патроны? Например, 5.45 БС, которые пользуются очень большим спросом на рынке. Цена за один патрон на доске варьируется от 130 до 150 рублей. У плевка за один щит бета меняется 1010 патрон. Итого, взяв среднюю стоимость патронов 140 рублей, выручка за один будет составлять 141 тысячу. Это при том, что щит бета отдельно за 100к даже ты будешь продавать очень долго и навряд ли продашь. В основном скупают по 80-90 тысяч. Поэтому, если ты на Новой Земле, собирай, обменивай, перетаскивай потихо, складируй все на Артеме, к примеру, если тебе там удобно, а потом все патроны ты можешь отправить посылкой на Гурман или попросить друга помочь тебе. Или же продать прямо на Артеме, с доски. Думаю, там их тоже неплохо будут покупать местные товарищи. Теперь расскажу про подводные камни всей этой системы. Нам нужно идти на остров Южный, переход на него находится в квадрате B6 на мосту. Все бы ничего, но вот на Южном острове уже который год сидят ребята, которые не пускают туда, во что бы то ни стало. Ни на обмен, ни по квестам, там вообще не пройти в принципе, даже и не договориться. Встречался я уже с ними, на контакт ни в какую не идут, не разговаривают, не отвечают, хоть в лепешку ты разбейся. Но это их право в принципе. Но тем не менее, каким-то чудом мне удалось попасть в то время, когда никого из них не было. Я быстренько все наменял и свалил оттуда по добру, по здорову, пока все добро из меня не вытрясли. Братишка, вот тебе два способа даже не фарма, а подфарма. Лазишь по Новой Земле, фармишь основной кэш, попутно собираешь этот мусор и превращаешь его в дополнительную прибыль. Не без рисков, конечно, ну а куда деваться-то? Зона она такая. На этом у меня все. Спасибо, что досмотрел видео до конца. Обязательно подписывайся на канал и пиши в комментарии, как ты относишься к местным якутам на острове Южном. Ну, до скорого, ребята. Ну, проветришься, заходи.